Всем привет! Меня зовут Литвинов Алексей и добро пожаловать на мой YouTube канал. Сегодня мы с вами поговорим про тему психосоматики. Значит, мы тут обычно разговариваем на тему осознанности, но сегодня будет вот такая вот тема, связанная с психологией, но это тоже будет связано с осознанностью. Потому что я попытаюсь сказать, что психосоматика на самом деле это классно. То есть психосоматика это вещь, которая есть не у всех. Но вообще, что это такое? Психосоматика уже доказана, это существует, и это все знают, и это никакой мистики. То есть вам бывает болит голова, когда вы перегружены, или болит живот от страха, от волнения. Но это самые такие очевидные вещи. Но бывают более сложные психосоматические вещи, такие как там на коже что-то появляется, там какие-то другие заболевания, болезни глаз всякие, опухоли, качественные, доброкачественные, злокачественные и так далее. И это тоже психосоматическая реакция. И, допустим, одно из тоже подтверждающих вещей психосоматическую реакцию – это исследования, которые проводились на жертвах насилия, то есть люди, которые испытывали насилие в детстве, какое-то физическое, сексуальное, они в 50 раз чаще болеют от аутоиммунных заболеваний, то есть когда организм атакует сам себя. И это прямо на биологическом уровне так. То есть и, соответственно, психосоматика, она доказана, это существует, и на самом деле вот почему-то просто существует такая штука, что психосоматика это плохо, это как нечто ужасное. И это действительно нехорошо, скажем так, нет ничего хорошего в том, когда ваш стресс, когда накопленный там постоянный уровень кортизола в крови, когда это начинает, или адреналина, когда долго это находится у вас в крови, начинает действовать на ваш организм, начинает там организм изнашиваться, там всякие болезни появляются хронические и так далее, ничего в этом хорошего нет. Но на самом деле, если заглянуть слоем глубже, то в психосоматике есть очевиднейший плюс. Это голос какой-то вашей части внутри вас. Хотите в это верьте, хотите нет, но это реально так. Это какая-то ваша часть, которая точно знает, как о вас позаботиться здесь, сейчас. Что это значит? Когда возникает психосоматика? Когда что-то не так. Когда в моей жизни что-то идет не так. Я волнуюсь, стрессую, мне плохо. Еще люди, бывают, худеют от того, что они там нервничают долго. Или набирают вес тоже от нервов. Такое бывает. И это тоже можно сказать, что эта психика влияет на, соматизируется. То есть влияет на наше тело. И на самом деле психосоматика это подарок от вашего бессознательного или от вашей какой-то неосознаваемой части вас для вашей сознательной части. Это самый очевидный и честный ответ вашего тела на то, что что-то идет не так. То есть это стопроцентное, не интерпретируемое по-другому, кроме как подсказка от организма, что что-то идет не так в моей жизни. То есть я делаю что-то неправильно, там, не знаю, я там слишком много нервничаю, почему я нервничаю, то есть что-то я подавляю или что-то я делаю не то, или как-то я веду себя не так, как я чувствую, я должен. Я как-то предаю себя, обманываю себя. То есть если заглянуть на самом деле слоем глубже, то получается, что психосоматика это самый честный ответ нашего тела о том, что же мне нужно здесь сейчас. И это подсказка о том, что я делаю что-то неправильно. Или наоборот, если этого нет, о том, что это все идет хорошо на самом деле. И история еще в том, что не у всех она есть. То есть, я не знаю, но по крайней мере, я знаю, что психосоматика это, скажем так, такой механизм, когда, если глубоко в психологию не углубляться, там есть много чего можно сказать по этому поводу, но у некоторых работают другие механизмы, то есть они начинают как-то неявно переживать это, или какое-то идет самоповреждающее поведение какое-то, уход в зависимости, вместо соматизации симптомов во что-то ощущаемое или видимое физически. У этих людей этого нет, или они по-другому это проявляют, и это более сложно заметить. На самом деле вот эти соматизирующиеся симптомы, типа там псориаза, там еще там бывает нейродермит тот же. То есть вот эти вещи, это же просто золотая информация о вас, для вас и от вас. То есть от вас, для вас, про вас, здесь и сейчас, что не так с моей жизнью. И это сложно осознать, но это на самом деле так и есть. То есть
мой организм мне подсказывает, что что-то идет не так. И вот офигенная подсказка для этого. Еще как психосоматика тоже, можно сказать, это бессонница. Или раннее пробуждение. Или позднее то, что я не могу долго заснуть. Это ведь тоже моя психика влияет на то, что мое тело не может расслабиться и уйти в сон. Или удерживаться во сне достаточно долго. То есть это же все тоже абсолютно связано. И поэтому на самом деле прислушайтесь к себе. Если у вас есть что-то такое, если вы замечаете эти соматические симптомы, то подумайте, что за подарок вам дает организм, какое однозначное послание он вам дает и что хочет сказать вот этим вот. И это на самом деле удивительно, это же чудо. Ну то есть внутри меня есть какая-то часть, что вообще неоспоримо. То есть я это вижу, я это чувствую, я это просто наблюдаю на себе. Внутри меня есть какая-то часть, которая точно знает и всегда заботится обо мне, о моем здоровье, об моем счастье каком-то, о моей сохранности. Ее, эту часть, не обманешь там какими-то хотелками, какими-то мифическими целями, которые мне на самом деле не нужны. Ее не обманешь, ее не подставишь как-то. И невозможно с ней договориться даже в каком-то смысле, потому что она точно знает, что для меня вот это важно, вот это нужно здесь и сейчас. Все. И это настолько работает, насколько действительно вот этот механизм как-то встроен на каком-то подсознательном уровне. Я не знаю, как это работает, но это работает вот так. Поэтому, если у вас что-то такое возникает, я вам предлагаю просто быть в этот момент более осознанными и почувствовать, заметить, что со мной сейчас происходит. Где я, кто я, что со мной происходит, как это отражается в моей жизни. То есть вот это пятно на руке, о чем оно в моей жизни. То есть что мне пытается мой же организм сказать. Или почему мне там начинает болеть живот перед каждым выступлением. То есть о чем это, что это за чувство. И это не значит, что мне нужно что-то не делать. Возможно, мне нужно заметить и делать что-то по-другому. То есть тут много информации, она очень уникальна будет для вас. И в этом можно разобраться как-то самому попробовать. Потому что, по сути, психосоматика, вот эти соматические проявления, это как терапевт, который знает про вас абсолютно все. И который вам уже говорит, вот, смотри, вот твой образ жизни, он к такому привел. И это игнорировать, если, то это будет становиться хуже и хуже. И поэтому тут еще можно сказать что-то про апатию, дистемию, депрессию, эмоциональное выгорание, ну, очень много чего. Я в это сейчас вдаваться не буду, но ясно одно. Для меня ответ однозначный. Психосоматика – это подарок. Да, она мне не нравится. Но если оставаться в этом, если заметить свои чувства, что же я не способен сейчас прожить, такое сложное, какие эмоции, какие чувства, что со мной происходит, что оно настолько сильное, что я не позволяю этому, не позволяю себе это чувствовать, и это настолько сильное что-то, что оно превращается в симптомы. То есть что это? Это способ узнать себя лучше, это путь к самопознанию, к осознанности, к какому-то просветлению, можно сказать даже. И это действительно важно. Чтобы жить счастливо, нужно как-то исследовать себя. И это и есть, это было бы проявлением интереса к себе, а не отрицанием того, что этого нет, или это там то, или это, ой, это потому что я опять там, не знаю, витамина D не попил, или что такое. Ну, господи, что за бред? Ну, люди так не пьют, и по анализам у тебя все нормально. В чем проблема? Поэтому, знаете, это очень важно. Действительно, быть честным с собой. И вот психосоматика – это самый лучший способ установить контакт и вот это с собой. И это нехорошо, но если это есть, то рассматривайте это как подарок от вашего организма, от какой-то части внутри вас, которая по-другому до вас достучаться не может. Спасибо большое, что дослушали и досмотрели. Подписывайтесь на телеграм-группу подкаста, там вы найдете мой подкаст на многих платформах, там Яндекс, Spotify, Apple Music, Яндекс.Музыка, куча, где Google подкасты, я лично слушаю на Google подкастах, все подкасты другие, и вот классная платформа, и там есть мой подкаст тоже. На мой инстаграм подписывайтесь, там какой-то лайв выходит периодически. На YouTube канал, тут много видео уже вышло и будет выходить. Поэтому спасибо большое, что досмотрели. Я надеюсь, это видео было для вас полезным.